Всем привет, давно не виделись. Это Трубчинов, и я наконец-то собрался силами, чтобы выпустить этот ролик. По результатам опроса ВКонтакте с небольшим отрывом победила самая обсуждаемая и скандальная тема музыкальной индустрии. Тема, о которой спорят все, от школьников-битмейкеров до серьезных дядей с контрактами и собственными студиями. Тема сведения. Честно говоря, хотелось бы выпустить этот ролик позже, гораздо позже, так как тема действительно спорная и сложная. Но если вы, дорогие мои зрители, хотите и готовы к этому, то, пожалуйста, приготовьте очки и шапочку. Мы отправляемся в центр самого глубокого озера разбитых надежд и безысходности. Озера, наполненного апатией и сломанными человеческими судьбами. Подумайте еще раз хорошенько, нужно ли вам заходить так далеко. Ведь порой рамки между реальным и нереальным смываются настолько, что сложно становится сказать, ты ли сводишь треки, или треки сводят тебя. Ладно, закончим с одними разговорами и перейдем к другим. О, а что ты думал? Я как в прошлом ролике расскажу тебе за 10 минут, как сделать красиво? Фигушки. Да, я мог бы, но если бы ты выбрал другую тему. А вот теперь вот, получается, вы же хотели видос по сведению. Ну а если серьезно, сам процесс сведения подразумевает собой использование ряда инструментов, понимание принципов работы которых и является основой для этого самого сведения. Поэтому, дорогой мой друг, если хочешь сделать это за 10 минут, придется подучиться. Начнем с базы. Что такое сведение? Если мы обратимся к поисковым источникам, посмотрим на Википедию, то мы задумаемся, а надо ли оно нам вообще. Но приложив должные усилия, мы находим довольно краткий и понятный ответ на этот вопрос. Ладно, Максим, спросите вы меня, и как нам с этим дальше жить? А я вам скажу, слушай сюда внимательно, не забивай голову пока этими статьями, а я сейчас постараюсь донести до тебя максимально понятно и кратко суть этого процесса, забравшего 7 лет моей жизни. Так что такое сведение, если коротко, для нашей ситуации, а наша ситуация это конкретно написание или сведение композиции в жанре габер, это устранение имеющихся недостатков вашего микса. Какого рода могут быть эти недостатки? Давай смотреть. Чтобы не растягивать видео и не забивать вам голову лишним, выделю для вас 7 главных частей, так сказать, нашей конфеточки, а именно сведенной композиции. Это первое. Хорошо подобранные сэмплы или инструменты. Да, в первую очередь качество вашего трека будет зависеть от того, из чего вы его соберете. Если твоя изначальная идея написать трек в атмосфере раннего хардкора 90-х, глупо пытаться впихнуть в него современную перегруженную хард-техно-бочку. Это скорее всего не даст вам хороший результат. Напротив, только потратите время на бесполезные манипуляции. Эксперименты, конечно, хорошо, но оставьте эти вещи на попозже. Заморочьтесь над подбором инструментария, следите за его качеством, громкостью и тональностью. При написании пользуйтесь музыкальными референсами. Запомни, плохое к плохому, хорошее к хорошему. Хорошее можно ухудшить, а из говна конфетку не сделаешь. Вот и все. Второе. Правильно построенный музыкальный баланс громкости. Каждый инструмент в миксе должен звучать на надлежащей ему громкости, не перебивать другие. Третье. Отсутствие динамических проблем в треке, а конкретно проблем, вызванных с разницей или перепадами громкости. Четвертое. Отсутствие частотных конфликтов в треке. Данный вид конфликтов – одна из основных причин плохого звучания трека. Частотный конфликт возникает во время попытки смешивания в миксе двух инструментов одного частотного спектра, к примеру, бочки и баса. Данный вид инструментов довольно часто приходится заставлять звучать за счет наличия одинакового спектра частот. Они имеют проблемы при одномоментном воспроизведении. Пятое. Панорама микса. Расположение инструментов на выделенных и положенных для них местах, левее или правее от слушателя-композитора. Шестое. Пространственное обогащение. Наличие ощущения глубины и удаленности. Ну и седьмое, что мы добавим над всем этим, это финализация трека, а конкретно способность привести композицию к необходимым требованиям, которые нам ставит дистрибьютор или лейбл. Выделив эти части, давайте теперь определим инструменты для работы с каждой из них. Мы можем откинуть первый пункт, просто используйте жанровые сэмпл-паки или инструменты. Изучите тему и историю написания музыки, которая вам нравится.
Отнеситесь к этому ответственно, и вы решите больше половины проблем в будущем. Также мы можем оставить пока финализацию трека. Ограничимся снятием шакального фрутилиметра с мастер-канала. Оставим его пока пустым, тогда у нас останется. Второй пункт – это банальное выстраивание громкости. Придерживайтесь правила: бочка спереди, значит громче всех. За ней драм-партия, немного тише. И все это нежно покрывается синт-составляющей и фиксами. Третье. Для решения вопроса динамики и придания ритмовых оттенков используются компрессоры всевозможных видов. Суть их работы заключается в сглаживании перепадов между тихими и громкими частями партии. Мы будем использовать их на ударных партиях для того, чтобы выделить нашу ударную составляющую. И сразу отмечу, это мы будем делать без бочки. Для устранения частотных конфликтов в четвертом пункте мы будем использовать фильтры. Пятое – панорама. Ее мы будем настраивать прямо на микшере. И шестое – пространственное обогащение. Данный процесс мы будем осуществлять за счет ревербераторов, или, проще говоря, инструментов, добавляющих звуку подобие эха. Замечательно, мы выделили основные проблемы в треках и выделили основные инструменты для их решения. Теперь мы можем приступить к сведению. Перед тем, как продолжить, хочу отметить, что для того, чтобы не записывать еще часовой болтовни, я не буду подробно рассказывать про принцип работы этих инструментов, но крайне настоятельно рекомендую перед дальнейшим просмотром посмотреть видео кого-нибудь из профессиональных звукорежиссеров. Они лучше всех вам расскажут за каждый ползунок в каждом из этих инструментов. Тогда происходящее в дальнейшем вызовет еще меньше вопросов. Мой коллега по музыкальному цеху любезно предоставил нам материал. На его примере покажу типовой свидос. Давайте послушаем, что у нас тут. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Начнем с самого нудного, но от этого не менее важного – группировки инструментов. В первую очередь прожмем макрос Purge Unused Audio Clips. Тем самым мы очистим проект от неиспользуемых сэмплов. После чего назначим, назовем и покрасим каждый инструмент в проекте в зависимости от его группы.
у нас получается следующая картина. Группа ударных синего цвета. К ней мы отнесем кик, хэт, снейр, клэп и драм-луп. Добавим пару пустых каналов на всякий случай, и после чего выделим всю ударную часть и отправим на один общий канал, который мы назовем драм-групп. Кроме бочки. Бочку мы отправим сразу на мастер-канал. Таким же образом сразу же выделяем голоса в нашем треке и объединяем в одну группу. Продолжаем группировать. Отдельная группа у нас также будет под синты и инструменты. В нашем треке на самом деле используется всего один инструмент, несущий музыкальную составляющую. Но вот в этой части трека также используется скретчевый луп. Назвать его инструментом, конечно, сложно, но здесь он используется для того, чтобы разбавить общую мелодику трека. Поэтому я также добавлю его в группу с синтами. Добавлю пару запасных каналов на случай, если мне захочется добавить какой-нибудь новый инструмент или музыкальный луп. Из оставшегося у нас есть такой вот звук. И его перевернутая версия. Их мы определим в группу FX и вместе с ними отправим какой-то шум толпы. Добавим пару каналов и объединим в одну группу. Теперь все наши звуки распределены, проименованы и определены в группы, которые мы сможем в дальнейшем обрабатывать. Сделаем парочку последних штрихов, добавим канал премастер, на который мы отправим все наши группы, кроме бочки. Бочка у нас также идет на мастер-канал. А также удалим базовый фрути-лимитер с мастер-канала. Оставим пока мастер-канал пустым, чтобы максимально чисто слышать всю нашу музыкальную составляющую. Дело в том, что фрути-лимитер оказывает очень сильное влияние на звук, особенно при наличии громких сэмплов или инструментов. Этого мне не нужно. Моя задача в первую очередь устранить конфликты, а не сгладить их. Давайте начнем наш процесс сведения с бочки. Как я вижу, автор трека перестарался с обработками, так что давайте уберем все и по-быстренькому пробежимся по базовой обработке габберской бочки. Мы оставили только Fruity Parametric фильтр и Camel Crusher. В Fruity Parametric мы к выставленным автором значениям вернем нижние частоты. Параметры Camel Crusher такие, как выставил автор. В принципе, они меня устраивают. Накинем еще один дисторшн. Подкрутим параметры усиления и обработанного сигнала. После чего проведем финишную корректировку бочки по промежуточному фильтру. Сделаю акцент на вот этих вот частотах. Это окажет влияние на конечный звук нашей бочки. И кстати, ставь лайк и пиши в комментариях, если хочешь увидеть полноценный видос по накрутке бочки. Теперь перейдем к остальной группе ударных. Сперва подрежем чуточку верха и низа у драм-лупа, чтобы он не бил по ушам так сильно. Так как я заморочился ранее с группировкой, теперь я просто обрабатываю группу, используя еще один Camel Crusher. У этого плагина есть несколько режимов работы, такие как компрессия, фильтр и дисторшн. Включим компрессию, и с помощью нее мы повысим читаемость наших ударных и придадим им особый грув.
Накинем чуточку дисторшена, чтобы он окончательно украшил нашу партию, и выровняем по громкости. Добавляю эквалайзер и срезаю низкие частоты примерно до 100 Гц. Убираю чуточку высоких. Таким образом я убираю ненужный шум на нижних. В бочке будет больше пространства, соответственно она будет лучше слышаться. Срезаю высокие, я сдвигаю ударную партию чуточку на задний план и прибавляю треку, так сказать, чуточку винтажности. Теперь накинем ревербератор. Я предпочитаю Luxverb. Он вроде бы стал стандартным с 20-й версии FL, но это не точно. С помощью него мы добавим нашей ударной партии красоты и глубины. Крутим ползунок длины хвоста реверба и подмешиваем обработанного сигнала. Вот что у нас получилось. Давайте теперь послушаем, как звучит наша партия. Также чуть не упустил баланс и панорамы ударных. В процессе я быстренько раскинул расположение инструментов. Результат у вас на экране. После обработок хэт мы сделали потише и убрали в правую сторону, ползунком панорамы на микшере. Клэп мы отправили чуточку левее, по громкости мы его не трогали. Еще мы сделали потише наш канал с драм-лупом, подправили общую громкость драм-партии в миксе. Переходим к синтам. Посмотрим канал с основным инструментом. Опять же, не хочу вдаваться в то, как обрабатывал автор, звук меня в целом устраивает. Поэтому просто обработаю этот канал еще одним ревербом. Сделаю хвост и количество обработанного сигнала побольше. Давайте послушаем. Добавим фильтр, чтобы срезать низкие частоты. Также срежем чуточку верхних. Добавим финишные штрихи на основную синт-составляющую. С скретчем я заморачиваться не стал, он меня устраивает в таком виде. Еще я подкрутил стереопанораму для наших двух синтов. Она появляется, если нажать на вот эту вот кнопку. С синтами мы закончили, переходим к голосу. С голосом, благодаря группировке, нам также не придется особо заморачиваться. Закинем ревербератор на групповой канал и получим более живой и глубокий результат. Давайте послушаем. Добавим еще один фильтр, срежем низа и верха. Ну и все, на этом голос готов. Дело за малым, у нас остались только эффиксы. У нас в треке это украшающие моменты переходов, ну и просто моменты, украшающие трек. Начнем с шума толпы. Тут у нас по обработкам стоит Fruity Reverb. Как мне показалось, не оказывает вообще никакого влияния на звук. Поэтому просто накинем хороший реверб, поднастроим ему хвост и мокрый сигнал, после чего все отполируем фильтром.
Теперь FX переход. Вот тут уже слышно работу реверба. Но мне этого недостаточно. Добавлю свой и настрою по слуху. Мы закончили с основным сведением трека, приступим к последним штрихам. Чтобы избежать перегрузок на мастер-канале, повесим на него софт-клиппер. Послушаем микс и убедимся, что от этого у нас ничего не вылезло. А если вылезло, значит надо это поправить. Лимитирование необходимо для того, чтобы не допустить резких перепадов громкости, что, если не повлияет на работу серьезных акустических систем, то как минимум повлияет на конечный результат, который вы услышите в AV или MP3 варианте. Сильная перегрузка мастер-канала оказывает серьезное влияние на результат рендера. Также покажу одну фишечку. Да, я сейчас немного зашакалю и воспользуюсь фрути-лимитером на премастер-канале. Я сделаю это для удобства демонстрации, применения сайдчейн обработки. Мы кидаем лимитер на премастер-канал. Делаем сайдчейн посыл от бочки на премастер-канал, после чего переходим в режим компрессии, выбираем канал с нашей бочкой, ставим мгновенную атаку и на слух настраиваем вот эти вот параметры. Тем самым мы выделим бочку в нашем общем миксе и добавим нашему треку больше эффекта раскачки. На этом все. Давайте теперь послушаем, что у нас получилось после всех обработок. На этом я заканчиваю этот туториал. Хочу подвести итоги.
Использование плагинов в больших количествах не только нагружает вашу систему, но и портит звук. Связано это в первую очередь со свойствами звуковой волны, поэтому использование плагинов без понимания их назначения не приведет к хорошему результату. Зато группировка, а также создание и понимание иерархии в проекте гораздо упрощает и улучшает ваш процесс сведения. В этом видео я довольно упрощенно показал вам способ последовательного сведения, но помимо этого группировка каналов упрощает процесс сведения через параллельные обработки. Это когда к оригинальному звуку подмешивается его обработанная версия. Способ довольно муторный, но при должных навыках способен дать действительно интересный результат. Напиши в комментариях, если хочешь увидеть этот урок. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал на Ютубе, а также на Инсту. Не забудьте поставить лайк и прожать колокольчик. Надеюсь, вам пригодится инфа из этого видео. Спасибо за просмотр. До встречи.